Всем привет, с вами Анастасия Кривицкая, и сегодня я подготовила небольшой лукбук, но, как всегда, я стараюсь делать такие видео полезными и информативными, поэтому будет много полезных комментариев, почему я надела ту или иную вещь, почему сочетаю именно этот наряд с этой обувью и в таком духе, чтобы вам было максимально полезно и вы что-то новое и ценное узнали для себя. Сразу хочу попросить, если такое видео вам будет полезным, обязательно дайте мне знать в комментариях, чтобы я понимала, стоит ли продолжать снимать такие вот лукбуки. Ну что, а теперь давайте приступим. Первый образ на чуток прохладнее весну. Ранняя весна всегда очень переменчива, то холодно, то жарко. Я буду немного подсматривать здесь в телефон, потому что здесь у меня наряды, чтобы я не забыла, что я хочу вам рассказать. Итак, прежде всего у меня здесь тонкое телесное боди. Это катоновое боди, я его очень люблю, уже несколько лет у меня в гардеробе, кстати, прекрасное качество, это украинский бренд. Все ссылки на вещи, которые есть. Если вдруг чего-то не будет, я постараюсь найти похожие вещи, все в описании к видео. Так, на телесное боди я накидываю черный джемпер от H&M. Обожаю этот джемпер, он супер простой, но это та вещь, которая ко всему подходит и всегда хочется надеть. Нижние изделия здесь супер простые черные брюки от Mango, тоже у меня уже несколько лет в гардеробе. Они полной длины и на высокой посадке. Сверху накидываю новое полупальто от H&M и любимые уги. Захватила также новую маленькую сумку от Mango и черные очки. Это был тот самый солнечный день, когда кажется, что на улице очень тепло, но по факту очень холодно из-за холодного ветра. Поэтому боди под джемпером как дополнительный слой для тепла. Под брюками, кстати, тоже утепленные лосины. Часто, когда я показываю такие вот раскрытые образы, оставляют комментарии в духе: куда же его надеть, холодно и так далее. Здесь нужно понимать, куда вы надеваете этот образ. Если я знаю, что я планирую в этом наряде, например, ходить долгое время по улице, а там не жарко, то я всегда надеваю под джемпер и под брюки какой-то слой. Как в данном образе это, например, боди и лосины, а если бы это было еще прохладнее, я бы надела термобелье. И вам тоже советую всегда надевать нижний слой. В этом образе я обыграла один прием в стиле, когда основа в одном цвете. Это всегда стройнит и вытягивает фигуру. А верхняя накидка, то есть пальто, другого цвета, который к тому же сочетается с обувью. Полная длина брюк удачно прикрывает обувь. Также важная деталь в этом наряде – это ремень. Он помогает очертить четкую линию талии. А золотая пряжка комбинируется с золотой застежкой на сумке. Она реально очень вместительна, помещается все самое важное для меня и даже телефон, потому что сейчас такие сумки актуальны и в тренде, что даже телефон не положишь. А мне такая сумка не подходит, не люблю носить телефон в руках. Плюс мне нравится, что она на длинном ремешке, можно носить на плече или через тело даже. Само собой, здесь любимые черные очки, которые защищают меня не только от солнца, но и от лишних морщин. И это замечательное пальто-пиджак, теплое, комфортное, очень стильное и к тому же трендовое в этом сезоне. Такой вот простой, минималистичный и комфортный наряд получился, но с трендовой ноткой. Второй наряд – это такая игра двух совершенно противоположных текстур материалов. Я обожаю играть именно вот с текстурами и материалами, потому что это всегда очень интересно смотрится, стильно, придает образу какую-то изюминку и его хочется рассматривать. Поэтому надеваю брюки из искусственной кожи и сверху накидываю новый супер мягкий уютный кардиган, дизайн которого напоминает скорее твидовые жакеты. Винтажные пуговки, изящный крой, золотые нити, но это кардиган. Под кардиган я, конечно же, надела снова такие тоже телесные боди, потому что на голое тело, во-первых, еще очень холодно, а во-вторых, мне лично некомфортно носить такие вот материалы на голое тело. Из обуви выбрала массивные Челси, так как цель стоит создать именно такой повседневный наряд, но с ноткой элегантности. По той же причине взяла большую новую сумку от Mango. Она помогает нейтрализовать такую чрезмерную нарядность этого образа. Ну и к тому же она комфортная. Когда нужно именно бегать по делам, по городу, то мне всегда необходима такая вот вместительная и практичная сумка. Кстати, данная модель сумки у меня именно от Mango, мне очень нравится. Она из такой хорошей, плотной искусственной кожи, держит свою форму. На сайте Mango такие модели представлены в двух размерах, есть чуть поменьше, чуть побольше, но я взяла побольше для того, чтобы можно
можно было поместить ноутбук. Кто спрашивал, не знаю, смотрите уже в зависимости от ваших предпочтений и вашего образа жизни. Также есть такая сумка из кожи на сайте Arket, она, соответственно, и дороже, но если что, я оставлю все ссылки на эти сумки в описании к видео. И вот такой вот наряд получился комфортный, элегантный, но тем не менее современный, как раз за счет комбинации разных стилей. Потому что если бы я надела классические брюки, например, и лодочки, то, соответственно, образ был бы слишком таким консервативным, слишком формальным. Для каких-то случаев, да, это необходимо, и это можно применить. Но для повседневной жизни я стараюсь сочетать разные стили, и тем самым получаются такие интересные, необычные и стильные наряды. Ранней весной я активно продолжаю носить кожаные изделия, так как часто бывают дожди и грязь. Плюс это тепло, стильно и комфортно. И обратите внимание также на длину брюк и высоту голенища обуви. Они идеально совпадают и как бы визуально продлевают ноги. А платформа еще и рост придает. Это то, о чем я часто повторяю. Если носите короткие брюки, лучше всего добавлять обувь с высоким голенищем, если вам нужно именно добавить ботильон, я не говорю сейчас о туфлях и босоножках. Третий наряд предлагаю добавить юбку. Весна – это прекрасное время для того, чтобы носить юбки. И наверняка у большинства есть подобная сатиновая, атласная или шелковая юбка в миди-длине. Для меня это уже базовая модель. Даже в сочетании с простым базовым джемпером того же цвета наряд будет выглядеть очень интересно. Снова-таки из-за комбинации разных текстур. Одна гладкая и блестящая, вторая мягкая и уютная. А третью текстуру добавила в виде сапог и сумки, то есть кожа, хоть и искусственная. Добавила несколько украшений в цвете золота, можно и серебро, любой металл будет красиво выделяться на черном фоне. Ну и наверх накинула новое пальто. Хотя по факту сюда подойдет любой верх, уже зависит от погоды и ваших предпочтений. Итак, здесь я сделала акцент на сочетании разных материалов, которые хочется рассматривать и которые красиво выделяются, несмотря на то, что вся основа черная. Важно также, что здесь сапоги прячутся немного под юбку. То есть в таком наряде важно, чтобы это были или высокие сапоги, которые полностью скрывают ногу, или же это уже должна быть открытая обувь, которая открывает остальную часть ног. Например, туфли, босоножки и так далее. Я не советую в данном образе надевать ботильоны, вот эти вот классические такие ботильоны, которые большинство носит, потому что они, во-первых, визуально будут очень сильно утяжелять ваш образ и вашу фигуру, потому что в основном такие ботильоны очень всегда массивные и грубые, и во-вторых, они будут визуально резать ваш рост, потому что обычно снова-таки такие ботильоны заканчиваются в области вот этой вот косточки на ноге, и это всегда сильно портит образ. Единственные ботильоны, которые сюда подойдут, это ботильоны-носочки, которые как бы продолжают ногу, они с острым носочком и вытягивают, соответственно, ноги. И обязательно, конечно же, такие ботильоны нужно надевать там с черными колготками, если они черные. Следующий образ прекрасен своей универсальностью, его можно надеть и на работу, и в университет, и просто выйти с подругой в кафе, или же если вы просто бегаете по делам. Хотя, мне кажется, у меня все такие образы, потому что по одной простой причине я не жду повода для того, чтобы одеться красиво и откладываю вещи на потом. Я создаю такой стиль, чтобы было и комфортно, и практично, и стильно, красиво, носибельно каждый день. Так вот, у меня есть просто замечательные джинсы White Leg, которые издалека кажутся хорошими черными брюками. Очень советую обратить внимание на такую модель, потому что это действительно классная база, особенно прекрасная модель для тех, кто работает в офисе или, возможно, вы студент, заменит вам и брюки, и джинсы одновременно.
Дальше в этом наряде у меня белая футболка как базовый слой. Можно, кстати, добавить и белый лонгслив, например. И поверх шерстяной жакет в принт елочка. Вечный принт, и это тот принт, который именно выглядит достойно и дорого. Также я очень хочу посоветовать вам приобрести хотя бы один шерстяной жакет, ну и пиджак. Да, они дороже в цене, потому что это шерсть, но вы будете просто обожать данную вещь, потому что это тепло, и такой жакет служит практически верхней одеждой в весенне-осенний сезон, когда более тепло. А зимой замечательный дополнительный теплый слой. Сверху на жакет я накидываю тот же черный джемпер, но если выходить, например, ранним утром, то, конечно, этот джемпер я бы надела под жакет. А уже когда становится чуть теплее и солнышко выходит, то хочется его снять и можно накинуть на плечи. Я знаю, что многие не понимают этого приема, вот накидывать джемпер на плечи, но наверняка это говорят люди, которые даже не пробовали, а по факту это действительно очень комфортно и удобно, и тепло. Так, дальше образ дополняю большой сумкой от Манго той же и лоферами из кожи. Очень удобная модель, иногда кажется, что ты босиком реально ходишь, когда надеваешь эти лоферы. И что еще важно сказать, так это то, что в этом наряде как раз уже нужна более такая мягкая, нежная, приземленная модель. Массивная обувь не подойдет, потому что широкая штанина джинсов и так утяжеляет образ, поэтому важно что-то такое нежное и легкое снизу добавить. И в пятом наряде я решила обыграть джинсы Skinny, всеми любимая модель, но сейчас она не настолько популярная и актуальная, поэтому вот вам вариант стилизации. Прежде всего боди, как базовый слой, можно топ, можно футболку, неважно, все зависит от ваших предпочтений. И тот самый потрясающий жакет из твида, который я вам показывала недавно в покупках на весну. У него очень красивый цвет и невероятная текстура. И он у меня в размере L, за счет чего сидит достаточно объемно, то есть создает тот самый необходимый объем для фигуры груша. Да, у меня тип фигуры груша, бывает разная груша, бывает худая груша, нормальная средняя груша и более объемная. Здесь дело не в весе, а в пропорциях. И у меня как раз из-за того, что вес больше набирается в бедра, а плечи остаются все так же узкие, получается груша. Хоть ты стой на голове, но, к сожалению, вес у меня уходит в бедра. Так вот распределяются килограммы. Но ничего страшного, любая фигура прекрасная, любую фигуру можно выигрышно подать и подчеркнуть, главное знать как. К примеру, так как я худенькая груша, я могу смело надеть жакет длины до бедер и надеть при этом скини, не бояться, что этот жакет своей четкой линией подчеркнет мне бедра. Так как сам жакет достаточно такой объемный, он придает мне объем в плечах, тем самым балансирует пропорции плеч и бедер. Из обуви, так как я решила надеть скини, важно надеть что-то, что будет приподнимать меня. Поэтому я решила надеть высокие сапоги на небольшом каблуке. Они очень удобные, здесь маленький каблук, позволяет комфортно передвигаться. А еще очень нравится вот это широкое голенище, потому что на фоне широкого голенища нога кажется узкой и стройной. Ну и, конечно, в целом с такими сапогами наряд смотрится интереснее. Можно здесь добавить туфли, берцы, челси, лоферы на массивной подошве или даже кроссовки такие объемные и массивные. К примеру, те лоферы из предыдущего образа на плоской подошве сюда уже не подойдут. Так, здесь также сумочка та же, плюс часы. Много украшений здесь не нужно, потому что жакет из твида сам по себе очень нарядный. Твид всегда придает нарядности образу, поэтому в повседневных нарядах я рекомендую носить с чем-то таким нейтральным. И лучше всего сочетается, например, с денимом твид. Ну что скажете, как вам идея такого видео? Было ли вам полезно и узнали ли вы для себя что-то новое и интересное касательно стиля? Возможно, что-то подчеркнули для себя. Вы часто у меня спрашиваете, можно ли эту вещь носить с этой, эту обувь с этой. Я буду стараться вот такими вот видео рассказывать вам и объяснять, почему лучше это носить с этим и так далее. Дайте мне обязательно знать в комментариях, стоит ли продолжать подобную рубрику. Ну а на сегодня это все. С вами была Анастасия Кривицкая. До скорых встреч!
Пока!